Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую всех зрителей моих каналов на Дзен, на YouTube, на Рутюб и сообщества ВКонтакте. Но сегодня я обращаюсь к моим подписчикам на канале YouTube. Вы как бешеные туда подписываетесь, ну, с одной стороны забавно, с другой стороны удивительно. Последний раз я ролик снимал, когда было подписчиков сначала 3500, потом 3600, и сейчас уже больше 4000 подписчиков неожиданно. Я не успеваю снимать ретро-видеоролики, потому что до этого была такая традиция на канале, набралось 100 человек, снимаю видеоролик, а теперь даже 200 иногда не успеваю. Ну, хорошо бы так и продолжалось, конечно, поэтому сегодня поздравляем ту сотню, которая после 3600, то есть 3700, и ту сотню, которая 3800, то есть объединяем в один ролик. У меня вот такая куча блесен лежит американских. Я вам как-то распаковку посылки, если кто-то ее посылал, моих покупок из магазина Апикафиш в Москве. Соответственно, там были блесны американские, российского производства, ну, условно российского производства, и блесны Мэпс. Блесны Мэпс я вам уже показал, разобрал, из двух магазинов кучу собрав. А эти так и лежат не распакованные, американские. Поэтому сегодня будем копать их, и это будет заодно и ретро-роликом в честь 200 подписавшихся. Так, в чем особенность довольно странная американского рынка рыболовных снастей? Да в том, что зачастую на этом рынке работают конторы, которые начинали еще в 19 веке рыболовные снасти выпускать, или в начале 20 века. Вот сегодня будем говорить о приманках от фирмы Эппинджер или Эппингер. Вот, видите, фирма возникла в начале 20 века. Состояла долгое время всего из одного человека, его же хозяина и изобретателя своих блесен. Лу Эппинджер или Эппингер начинал как ученик таксидермиста. Таксидермист — это кто чучело набивает. Не самая приятная, на мой взгляд, профессия, но в Америке Великой депрессии иметь работу и такую было вполне хорошо. Это постоянный заработок, тем более ему было интересно. Опять же, он и рыбу ловил, и не знаю там кого, там андатор ловил. Соответственно, зарабатывал как мог, а когда еще и место получил, со временем стал хозяином этого магазина, и постепенно магазин стал не только там охотничьим снаряжением торговать, не только чучела набивать, не только там животных продавать, но и начал рыболовные какие-то снасти, причем собственного изготовления. И фирма прославилась блеснами, которые назывались на тот момент Osprey. Фирма, один человек, Луи Пенгер. Он съездил наконец-то раз, когда ему было 20 лет, и он уже был управляющим своего магазина, он отпуск себе выкроил и съездил на озеро Онтарио, и там целую, сколько там, неделю, что ли, или сколько, он ловил рыбу. И по результатам этой поездки сделал блесны примерно вот этой формы. У меня маленькие они, потому что мне под ультралайт, а он там, естественно, побольше. И называл их Оспрей, вот это как раз скопа. Они оказались довольно хорошо восприняты и рыбой, и рыболовами. И это был 906 год, 1906 год. После Первой мировой войны к названиям блесен добавилось название Daredevil. Daredevil, тут слегка у них неправильная надпись, специально измененная. И это по мнению американцев. Прозвище «Дерзкий дьявол», прозвище американских морских пехотинцев, типа немцы их так прозвали. Дерзкие дьяволы. Там был бойня в лесу во Франции, там неделю они друг друга метелили, американцы выиграли, но потеряли примерно столько же, сколько и немцы. Поэтому, скорее всего, прозвище у них было другое. Совершенно не дерзкие дьяволы. Есть вариации, что их звали просто Devil Dogs.
Это получается, что там сукины сыны, да? Так что, может, американцы себе, как обычно, многое напридумывали. На самом деле, вряд ли противник с таким уважением к ним отнесся. Скорее всего, наоборот, да? Собаки, они и есть собаки. Ну ладно, пусть они будут дерзкими дьяволами. Вот тот самый дьявол нарисован чертик вот такой на... Здесь вот на другой блесне этой фирмы лучше видно. Чертик такой с рожками. Вот это Daredevil и есть. Так. Вот они блесны, которые дожили вполне себе с начала 20 века до 21 века и продолжают выпускаться. Выпускается вот на такой вот подложке. Размер, видите, этот миджет, средний. Миджет, наверное, средний у них? Нет, этот самый маленький. 5 грамм, 3,16 унции. Где она выпущена, сейчас посмотрим. Здесь у них Made in где? Вообще USA написано. Так. Угу. Ну и больше я не вижу, в отличие от других фирм, которые выпускаются во всяких Мексиках, здесь, видите, все-таки USA указано. Так, почему такие цвета странные? Можно подумать, что других нет. Нет, есть. Когда-то я уже показывал этот журнал «Красная книга», да? Это на самом деле каталог фирмы Кабела с 92 года, мне его подшили, чтобы он окончательно не рассыпался. Когда-то я его тут разглядывал в 90-е, ничего я такого себе купить не мог, да я и сейчас особо купить не могу такого. Но многие вещи вполне себе запомнились. Здесь есть и, соответственно, блесны. Вот они, Made in USA. Вот они, разные блесны. И самые запоминающиеся, вот она одного вида, вот другого вида. Видите, такими с бубями и с красными, с красно-белой вот такой, ну, полосками. Многие вариантов блесен таких, конечно, есть, но это вот такие мне почему-то наиболее типичными показались. С другой стороны, естественно, имеют цвет металла, а выполнены они из довольно качественных материалов. Сейчас как раз откроем и посмотрим. Так, буду сразу складывать в коробочку, не в коробочку, в лоток, чтобы потом по коробкам распихать, и взвешивать будем, потому что у американцев своя система мер бестолковая. Будем ее в граммы переводить. Так, Daredevil Midget USA. Желтым покрашено, красные ромбики вот эти и чертик вот этот нарисован. Крючок, на мой взгляд, меньше, чем должен быть, потому что по канону, в принципе, а кольцо, наоборот, крупновато. Ну ладно, кольцо может, если нормально. По канону ширина тройника должна быть по ширине блесны, или даже чуть больше. Иначе рыба будет плохо засекаться. Здесь тройник явно стоит меньше, но американцам виднее, они это делали и делают. Соответственно, желтый, металл желтый. Ой, взвесить-то будет со включенными-то лучше. Так, и магнит я еще достану на всякий случай. Так, вес заявленный 5 грамм, а весит 6,2. Вот и верь после этого американцам. 5 грамм. Угу. Хорошо, что ультралайтовые спиннинги американские рассчитаны на вес до 7 грамм. Там тест не указывался, они были просто по умолчанию до 7 грамм. Так, что там? Ну, материал, соответственно, качественный и не магнитится. Так, для этого сезона у меня 2 ультралайтовых комплекта приготовлены, 2 на стенку повесил. Может, когда-нибудь еще достану для ловли на американские приманки. Я обычно собираю комплекты исторические, которые более-менее соответствуют времени, и приманки, подходящие по стране и времени, тоже стараюсь подобрать. Так, давайте теперь вот такую красно-белую приманку попробуем расковырять. Фактически, да, это блесные ложки. Так. Причем американские блесные ложки реально от ложки пошли, если не в курсе. Чуть не первая блесна, это была столовая ложка с отрезанной ручкой, причем еще, главное, не до конца отрезанной, то есть там доставался кусок. Тем не менее, оно работало, потому что, по легенде, уронив ложку за борт, увидел, как изобретатель, потом как-нибудь расскажу историю, увидел, как эту ложку схватил форель здоровая.
бегун домой. На следующий день стыренная ложка с отпиленной ручкой и куча форели. Так, 6,4 аж. Так, я второй забыл весить. 6,2, забавно. Еще тяжелее. Соответственно, белым покрашено, с другой стороны белое, Daredevil, Midget, USA. Блин. Так, 6,5 аж с размаху получилось. Так. А так это действительно те самые блесны Osprey, только выпущены уже на заводском оборудовании, а не на коленке. Ну и с раскраской, которая мне понравилась, они, у них там есть какой-то ассортимент достаточно большой. Крючки острые, но напоминают почему-то крючки с Алиэкспресс у самых дешевых воблеров. Не сказать, что прям качественные. Это вот тоже фишка американская, не знаю, это фича или баг. Баг, конечно, они продолжают какие-то уродские тройники ставить на свои приманки. Так, довольно толстые. Толщина металла получается аж 1,5 миллиметра такой вот небольшой блесны. Так, и увесистые. Соответственно, дальность заброса большая. Ну, на сильно мелких местах ловить вряд ли получится, потому что все поотрываешь нафиг. Ну, смотря какой скоростью вести, да. Так, переходим, наверное, ну давайте все равно к фирме Эппинджер оставим две блесны вот эти напоследок. Сюда их положу. Там видно что-нибудь? Видно. Так, вертушки. Вот одна вывалилась, одна, где-то еще одна ведь вывалилась. Надо искать, куда-то она у меня провалилась. Так, в коробках. Вот такая вот странная блесна, на первый взгляд, с кривой осью, под 45 градусов ось из довольно толстой проволоки, согнутой. Здесь стоит латунный грузик, ну не грузик, в смысле шарик. А дальше бусина пластиковая или стеклянная, пластик. Так, металлический, соответственно, лепесток. О, а вот здесь вот материал-то похуже. Так, Osprey 2000. Опять видите Osprey, потому что это торговая марка этой конторы. Так, а вообще и опять Daredevil вот этот нарисован чертик. Я не знаю, там видно, отсвечивает наверняка. Так, здесь ничего не наклеено, она просто белая. Конический грузик пустотелый. Ну как пустотелый, он с одной стороны закрыт, ну, как сказать, он точеный, а не трубочка. Он двух диаметров получается. Здесь просто цилиндрический с закруглением. А здесь конический получается, пустотелый. Туда входит тройник. Но, соответственно, вытащить его не можете. Мушка из бельчьего меха. На американском рынке это тоже такая любимая фича. То есть не перья ставить, там не шерсть, а именно беличий мех. Почему-то считается, что это вот привлекает лососевых. Зачем такой зачем такую кривую ось делать, да, казалось бы. Да потому что такая блесна не закручивает леску. В целом, если блесна не очень хорошо сделана, но с таким вот кривым с осью будет, то она все равно не сможет провернуть такой вот рычаг здоровенный. Ну, не знаю, совсем, наверное, если большой лепесток, то сможет, но в данном случае нет. То же самое, примерно с 20-х годов 20 века выпускаются такие блесны. Ну, там слегка отличались первые, по-другому были оснащены. Но сейчас они вот продаются в таком виде, и купить их еще у нас до сих пор возможно, несмотря на все неурядицы. Так. Все правильно, это вот эта бумажка. Я уж испугался, откуда она у меня делась. Так, упаковка у них, я так понимаю, у всех одинаковая, только блесны разного размера в нее затолкали. Или я одинаковый купил, сейчас проверим. Так, здесь получается 3 грамма заявлено. Это я сомневаюсь, что здесь 3 грамма, она довольно тяжелая. 1/8 унции. То же самое, модель спроектирована Лу Эппинджером. Ага, 3 грамма, 5, почти 6 граммов. Чего в лете-то называется? С другой стороны, могли перепутать и подложки, потому что, видите, оно вот в таком виде пришло. Соответственно, какое было, то и положили. Так, дальше, кладем. У меня их они тут парами, соответственно, где-то у меня еще такая должна быть белая. Желтая. А что, у меня белая одна, что ли? Это как странно.
Или у меня еще где-то лежат? Потому что я их вроде... Странно. Так, ну ладно. Для всех... Так, 3 грамма очередная. А пластик уже желтеть начал, довольно давно привезли. Я рекламу этих блесен видел в журналах примерно в 2000-х, там, на начале 2000-х. Так. 5,7 граммов. Нифига себе называется у вас... О, они разные. Ха, интересно. Так, ну, конечно, они называются-то, смотрите, ну, во-первых, они действительно разные оказались, с подписью разные. Вот здесь просто написано Osprey, Osprey 2000, а здесь написано Notangel, номер 2, 4200. Notangel это, получается, не закручивающиеся, и номер 2. Здесь желтый чертик присутствует, магнитится, из какой-то жести сделано. Так, довольно необычно. Так, дальше желтую смотрим. Следующую опять точно так же оформлено. Но здесь уже прицепили ее скобами, блин, степлером, потому что от времени клей держать перестал. Это крашеную я достал. Она тоже чуть-чуть по-другому. Здесь металл, смотрите, такой глянцевый, блестящий, с двух сторон лаком. И тут я гляжу, у него там еще какие-то эти... это у меня от камеры огоньки отражается. Очень похоже на лак бывает с краплениями. На самом деле это просто так отражается. Здесь, так же как вот у других блесен Daredevil и Red Eye этой фирмы, лепесток покрашен в фирменный вот этот желтый с бубями. То есть это козырь такой, да? На мой взгляд, видите, лепесток меньше, чем должен был бы. То есть он не достает до края грузика. И это даже вот на любой из них, да, мы берем, это не брак производственный, это так собрано изначально. Соответственно, как у блесен Daredevil мелких, крючок не по канону как бы поставлен, так и здесь, видите, лепесток не достает до края грузика, хотя по идее должен быть либо вровень, либо чуть ниже его. 5,6. Скоро это все станет, наверное, коллекционным, а я на это все ловить буду. Так. Пять и 5. Довольно спокойно, я гляжу, к расхождениям по весу относится. Так. Вспомнил я, что я набрал-то. Я набрал белую, желтую и медную по одному, по одной штуке. Желтые с бубями вот эти 2, красных 2 и Hot Tiger, вот этот Fire Tiger, вернее, цвет огненный тигр, тоже одну. Не сказать, что они там сильно дешевые, сильно дорогие. Но тут смотрите, вот здесь 4200 на Notangel указано номер 2, а здесь опять Osprey 2000. Уж совсем как-то в 2000-х испортилось, да, качество металлов, используемых американцами. Так, 5,8. Вообще все разные вес имеют. Так, дальше откладываем. Тут, кстати, везде, да, написано, вот она, Made in the USA. Оно там и ловит рыбу больше 100 лет, действительно. Так. Так, опять Osprey 2000, а на этих что написано? А на этой Notangel написано. Странно. На желтых, смотрите, написано Notangel, а на белых и медных Osprey 2000. Хотя фактически блесна одна и та же. Такое ощущение, 2 разных завода делают. Не удивлюсь. Так, 5,7. Это вот с красно-белым рисунком. Магнитится слегка. Так, дальше.
Оспри 2000. А, у нее еще и грузик такой же, смотрите. Я думаю, у нее грузик из чего-то другого сделан. Нет, он тоже такой же магнитится. Главное, чтобы это ржаветь не начал, не дай бог. Так, довольно странно. Первый раз вижу, чтобы он не из цветного металла был сделан. 5,2. И самый легкий, наверное. Так, и осталось у нас из этой кучи блесен с лепестком Fire Tiger, огненный тигр окрашенный. Так, снутри желтый, соответственно, видим что? Not Angel 4200. Вот так вот. У всех желтых получается одно название, у всех другого цвета другое название. Хотя блесна фактически другая. О, а это вообще не магнитится. То есть получается, тут достаточно неплохо видно. То есть как минимум вот эти вот три крайние, они из нормальной латуни сделаны. Вот здесь уже что-то похуже, а которые с номером 2000 уже похожи на те штамповки, которые сейчас там на Тайване, например, делают разными фирмами. То есть вот оно удешевление. Разных годов и весов попались. Так. Остались две блесны. Как бы не... Сейчас схожу посмотрю, как звали человека. Доктор Фредерик Хофшнайдер, что ли. Сейчас проверю. Ведь не ошибся. Башка-то соображает. Так, доктор Фредерик Хофшнайдер. Зубной врач придумал вот такие вот блесна. Называется Red Eye. Red Eye — красный глаз. Вот тут граненые бусины в виде глаз вставлены в блесну. Так вроде бы, да, ложка там, ну, единственное, что там не скругление, а наоборот заострена с двух сторон. Весит она поболее. Заявлено 7 грамм. Почти уверен, сейчас будет грамм 10. Выпускались они под маркой его же. Потом его жена их выпускала, потому что сам Фредерик Хофшнайдер очень грустную какую-то историю со здоровьем проблемы, и у детей со здоровьем проблемы. И фактически жена на себе это все волокла. И была вынуждена даже работу бросить, потому что ей больше нравилось делать сами блесны и продавать их, чем работать на ее основной работе. Поэтому получилось, что ее основной работой стал выпуск приманок. И одна из самых популярных и известных блесен — это как раз вот это. Они там еще какие-то выпускали, но в истории как-то вот это больше осталось. И сейчас, видите, фирма Иппинджер выпускает точно такие же блесны. Я не помню, перекупили они, или это лицензия какая-то, или они просто постепенно, фирма Иппинджер всех собирает под свое крыло более старые. То же самое, смотрите, желтые, так, Red Eye Spinning Lure, соответственно, красноглазая спиннинговая приманка, да, а здесь то же самое, только белый. Сейчас посмотрим. Так, стоять. Белая магнитится сейчас окажется, да? Да. А желтая? А желтая нет. То есть желтая продолжает выпускаться из латуни, а белая выпускает черт из чего. Из чего? Крючки такие же белые, но здесь размер более правильный, почти ширину приманки. Довольно необычно с той стороны видеть такую кучу проволоки. То есть здесь просто скобы, на которых эти глаза свободно вращаются в отверстиях, видите? Бусины стеклянные, то есть если им засадить куда-нибудь в бетон, то однозначно расколется. Ну, заменить, я думаю, проблем нет. То есть отогнул проволочку, поставил другие. Можно другие глаза поставить. Смысла в этом никакого. Форма блесны интересная и запоминающаяся. Ну и, соответственно, я думаю, что здесь они тоже есть, потому что этой блесне тоже очень много времени. Выпускалась она, по-моему, с 1930-х. В 1930-х годах появилась. Да, есть, вот она, пожалуйста. Вот они, Red Eye. Когда-то стоили почти $3. 2,19, если там, так, это пол унции, а у нас какая, блин, нифига не видно.
Так, ну, дело страдай. Так, 1/4 унции. 1/4 унции, $2.19 стоило в 1992 году. Так, а насчет вертушек-то есть такая здесь? Или она в этом каталоге? Я что-то ее не помню. Да, по-моему, здесь таких блесен нет. А вот колебалки и те, и другие присутствуют. Ну и остальные там тоже. Разных фирм. Нет, вертушки такой нет. Так, хотя блесна тоже старая. Но почему-то либо она на тот момент не выпускалась снова, либо Кабелос ее не закупал и не торговал через свои сети. Так, давайте взвесим, сколько они при 7 граммах заявленных. Довольно необычный вертлюжок. С одной стороны, кажется, похож на советский, оказывается, нет, у него туда 2 проволочки внутрь уходят. Так. О, как я ванговал, 10 грамм ровно вместо 7. И 9, и 8. Так, что можно сказать? Блесны интересные. Блесны как раз в стиле ретро, как мне и надо. Единственное, что, видите, американцы довольно спокойно относятся к разнице весов, к разнице материалов. Не сказать, что она некачественная, она просто вот они как-то на своей волне. То есть делают как-то такие лесорубы, блин. Блесна и блесна. Дардевил, Дардевил. Этот Оспрей, Оспрей. Редай, Редай. Ну и все, что вы хотите, да. Крючки ставим какие есть, материалы какие есть, а цвета и форма фирменная. Разве оно не фирменное? Фирменное, made in USA. И кто там сказал, что американское прям офигенно качественное? Нет, довольно среднее по качеству. Но, тем не менее, они ведь продолжают, сама страна не сильно с историей, зато вот приманки у них с историей, да, продолжаются выпускать и ловить на те приманки, которые ловили и выпускались в начале 20 века. То есть, действительно, больше сотни лет одни и те же приманки в ходу и ловят рыбу. Соответственно, можно будет и попробовать, наконец-то, и мне на такие приманки. Сподобился, да, когда все у нас, ну, не у нас завалилось, у них как раз завалилось, а у нас закупки рыболовных товаров резко осложнились из-за рубежа, поэтому решил все-таки жабу придушить и купить немножко приманок про запас. Купил. Так, спасибо всем, кто подписался. Подписываемся еще, подписываем вообще всех там собак, кошек, там дядя, подпишись. На Дзен, на Рутюб, на Ютуб. Давайте, раз уж поперло вас на Ютуб, ну подписывайтесь на Ютуб. Лайки, репосты, ну и соответственно смотрите, у меня там видео охренеть сколько по количеству, разные абсолютно. И ловля на старые приманки, старые комплекты, советские, американские, французские, итальянские, все что надо, шведские, мормышинг, зимняя рыбалка, все есть. Давайте, смотрите. Больше просмотров, больше вопросов. Все, всем пока.